Программа о путешествиях, различных видах отдыха и развлечениях. Всем привет! В эфире программа «Мама, где я?» И сейчас я нахожусь на Гагаринском плато. За моей спиной находится межрейсовая база моряков, а точнее то, что от нее осталось. В это место мы вернемся немного позже. Гагаринское плато названо в честь князей Гагариных, дача которых находилась в дореволюционные времена в тех местах. Гагаринским плато в Одессе называют территорию, которая находится между улицами Генуэзская, Академическая и улицей Французский бульвар. Сейчас я нахожусь на площади 10 апреля возле торгового центра Сады Победы. Улица Генуэзская ведет прямо в Аркадию. В час пик по ней гораздо удобнее передвигаться пешком, нежели на автомобиле, так как пробка начинается еще на проспекте Шевченко и заканчивается на 7-й станции Фонтанской дороги. Сейчас я нахожусь на территории санатория для реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны. Эта башня некогда была частью так называемой дачи Климовецкого, построенной по проекту архитектора Германа Шеврембранта в 1902 году. В конце прошлого века усадьбу снесли, осталась только одна башня. Ее исключили из госреестра по причине отсутствия архитектурной ценности. В этом месте застройщики планируют проложить новую дорогу к строящимся домам. Она пройдет по территории санатория «Салют». На территории санатория «Салют» людям с камерой обычно не рады. В тот момент, когда я снимал спальный корпус, ко мне подбежала женщина-охранник. Она сказала, что увидела меня на камерах и посчитала подозрительной личностью. Также она попросила меня прекратить видеосъемку и покинуть территорию санатория. Если администрация этого сверхсекретного объекта увидит этот видеоролик, то знайте, женщина-охранник выполняла свои обязанности на все 100%. Она очень быстро обнаружила гипотетического злоумышленника и попыталась его нейтрализовать всеми силами. Быть может, голубые ели выцветают, если их очень часто снимать на камеру, и становятся не такими голубыми. Рядом с Парком Победы находится площадь 10 апреля. Так ее назвали в честь Дня освобождения Одессы от фашистских захватчиков. И с точки зрения логики, название санатория подобрано практически идеально. Однако, судя по отзывам в интернете, ситуация с питанием и проживанием в самом санатории далеко не радужная. Далее по улице Академической находится межрейсовая база моряков. Так назывался санаторий для отдыха рабочих Черноморского морского пароходства. Вход на территорию свободный. Однако я настоятельно вам рекомендую подумать несколько раз, прежде чем идти гулять по этому парку, так как за территорией уже давно никто не следит. Там бегают стаи диких собак. Хоть они и не выглядят агрессивными, но мы не знаем, какое настроение у них может быть в другой день. Я бы назвал это место «Парк привидений», так как скульптуры советского периода в тумане выглядят довольно жутко. Сейчас идет борьба между государством и застройщиками, которые планируют освоить эти непаханные территории. Похоже, здесь находился клуб или актовый зал, так как вдали виднеются останки сцены. Когда я зашел внутрь здания, я осознал, что я нахожусь в нем не один. Молодая парочка как раз собиралась скрасить свое существование с помощью употребления каких-то веществ. К сожалению, они отказались давать короткое интервью моему каналу. А может быть, это и к лучшему.
Сейчас в этом здании находится студенческое общежитие Одесской юридической академии. Студенты, которые живут в этом общежитии, вынуждены проходить каждый день мимо этого постапокалиптического сооружения каждый день. На территории межрейсовой базы моряков имеется инфраструктура для детей. В этих завалах также рылись собаки. При виде меня они испугались еще больше, чем я сам. И резко убежали вглубь территории межрейсовой базы, где объединились со своими собратьями и организовали группу из 4 особей. Так они стали чувствовать себя гораздо увереннее. Чего не скажешь о студентах общежития, которые проходили мимо в этот момент. Рядом с этим заброшенным зданием можно сделать уникальное селфи. На Гагаринском плато не предусмотрена пешеходная инфраструктура. Жители новых домов вынуждены передвигаться по вот таким отрезкам тротуаров. Местами они вообще заканчиваются и приходится уворачиваться от проезжающих мимо машин. Не так давно на территории Гагаринского плато появился первый и пока единственный светофор. Как вы можете видеть, автомобильная инфраструктура на Гагаринском плато также очень слабо развита, а специальных парковок здесь вообще не предусмотрено. Люди паркуются попросту на проезжей части. Таким образом, двусторонняя дорога превращается в дорогу с односторонним движением. В данных домах на данный момент проживает не очень много людей, так как многие просто инвестируют свои деньги в квадратные метры в надежде потом их перепродать дороже или сдать в аренду. Так как повсюду ведется строительство, межквартальные проходы между новостройками выглядят примерно вот так. По разным оценкам, когда Гагаринское плато будет полностью застроено, здесь будет проживать от 40 до 50 тысяч человек. А так как в каждой семье есть одна или даже две машины, то количество машин может превысить 20 тысяч.
Существующая на данный момент транспортная развязка попросту не рассчитана на такое количество автомобилей. Практически во всех домах есть подземные паркинги. Однако стоимость одного парка места равняется стоимости однокомнатной квартиры в спальном районе города. Так как земля на Гагаринском плато очень дорогая, застройщики строят дома впритык друг к другу. Сейчас я нахожусь возле Аркадии. В этом круглом здании в 2000-х годах находился легендарный клуб «Космо». Сейчас это место используют для проведения различных мероприятий, лекций и концертов. Сейчас я нахожусь на конечной 5-го трамвая в Аркадии. На вершину Гагаринского плато отсюда можно подняться по дороге, которая идет вдоль торгового центра Гагарин Плаза. Перед вами дача князей Гагариных. Долгое время останки здания находились в запустении. Известный одесский предприниматель выкупил этот особняк и начал масштабную реконструкцию. Как мне известно, здесь находилось посольство Кипра. Поскольку особняк является частной собственностью, попасть на территорию не представляется возможным. В конце Сосновой аллеи находится Аркадийский дворец. Это первый новый дом, который был построен на территории Гагаринского плато. С этого холма открывается отличный вид на Аркадийскую балку. От Аркадийского дворца можно спуститься по новой лестнице, которая ведет прямо к морю. Рядом с этим домом находится армянский ресторан. А это уголок для бесплатного отдыха с отличным видом на море. Возле Аркадийского дворца находится армянская церковь новой постройки. Вход на эту территорию свободный. Однако охранники пристально ведут наблюдение за каждым посетителем.
Поэтому я не рекомендую заходить сюда со спиртными напитками и устраивать шумные посиделки на скамейках. Напротив церкви находится санаторий пограничников, который называется Аркадия. Как вы можете видеть, на территории санатория находятся красивые видовые беседки, а также беседки немного попроще. Из этих мест для отдыха открывается прекрасный вид на зеленый металлический забор. За этим забором находится обрыв, так как часть склона стесали для большого строительства. Вход, въезд в лед на территорию санатория закрыт от слова совсем. От улицы Академической до Аркадии через Гагаринское плато можно проехать только по этой дороге. А это вторая лестница, по которой жители Гагаринского плато могут спуститься к морю. Недалеко от санатория находится частная школа. Как мне известно, в классах обучается от 8 до 16 человек, а стоимость обучения составляет от 3–3,5 тысяч долларов в год. В первой линии от моря находится закрытый коттеджный поселок, который называется Королевские сады. Многие особняки до сих пор стоят пустыми. Приблизительная стоимость дома общей площадью 600 квадратных метров без внутренней отделки с участком 5 соток составляет около $1 миллиона. 25-этажные дома в буквальном смысле слова нависают над этими коттеджами. Единственным зданием старой постройки на Гагаринском плато является эта хрущевка, которая стоит в окружении небоскребов местного масштаба. Как вы уже помните, на Гагаринском плато есть большие проблемы с парковкой для автомобилей. Однако кто-то все же нашел место для того, чтобы припарковать даже свой самолет. Однажды город выделил землю на улице Академической под строительство церковно-приходской школы. После завершения строительства эта церковно-приходская школа удивительным образом превратилась в обыкновенную частную школу. И теперь я наконец-то узнал, откуда на улицах города появился этот необычный для наших мест школьный автобус. На территории Гагаринского плато со стороны Французского бульвара сейчас ведется строительство на территории бывшего санатория «Россия», поэтому показать там особо нечего. На этом наша экскурсия подошла к концу. До новых встреч!